У нас мир такой, что у тебя клиенты в окошко не стучатся. А возьмешь такую? Нет. Слушай, ты себя троллем не ощущаешь? Мы пилим сук, на котором сидим. Самый главный обман, что вы будете зарабатывать какую-то хорошую сумму сразу после обучения. 1, 2, 3, 4, 5, 6 мастер-класс, и я просто сломалась. И как бы едем дальше, в следующем году я всех порву. У меня путь был тернистый, я начинал вот от этих моделей, бабушек, мам. Инстаграмная история и клиентская работа – это кардинально разные вещи. А вот здесь прям интересная тема. Блин, мы тоже ждем ваших комментариев, потому что вот сейчас, иначе, чувствую, разгорится какой-то скандальчик. Привет, друзья! Меня зовут Павел Сомов. Сегодня я на канале Ханафи не просто как мастер, а как ведущий интересного подкаста. Сегодня у нас в гостях на канале один из мастеров команды ProTeam Ханафи Ксения Логвиненко. Тема будет душещипательная, интересная. Это лютый чумовой подкаст, поэтому вооружайтесь попкорном, садитесь удобно на диваны. Мы начинаем. Ксения, привет! Рад тебя видеть в студии. Взаимно. И честно тебе скажу, мне очень приятно, что ты теперь в команде, ты сейчас в составе ProTeam. Знаю я тебя не первый год, уже познакомились мы на моем первом интере. И с тех пор общаемся как коллеги, дружим. Вот, поэтому рад тебя видеть. Да, взаимно, взаимно. Очень рада быть частью этой команды. Давно хотела, но как-то это было только все в мыслях, а потом как-то, когда, соответственно, появились более такие активные мысли, это все переросло в действие, да, и поступило предложение, от которого я просто не смогла отказаться. Ну, я помню, как ты рассказывала, это прям, я в Ханафи, мне так нравится, я так хочу, мне так нравится. Да, я согласна, потому что действительно очень сильная команда, очень сильный бренд, и самое главное – это семья. Наверное, это то, чего не хватает сейчас в нашем перманентном мире, именно поддержки, отсутствие злобы, зависти, а вот максимальный комфорт и любовь в этой команде. То есть это то, наверное, первоочередное, из-за чего я захотела попасть именно к вам. Но давай к теме. Давай. Сегодня же у нас очень такая щепетильная тема. Да. Я не знаю, возможно, нас будут закидывать потом помидорами, яйцами. Кто-то, возможно, будет аплодировать. На самом деле, друзья, это все не ради хайпа, а мы сегодня действительно хотим разобрать такие животрепещущие темы. Возможно, я не знаю, как бы громко это ни звучало, с высоты своего полета, с высоты опыта в профессии, да, мы хотим сегодня поговорить о происходящем, что происходит в перманентном мире. Подводные камни нашего перманентного мира, об обмане, который существует, к сожалению, в нашем перманентном мире, о том, что происходит на самом деле, и все-таки, возможно, кому-то будет интересно и больше будет понимания, как чего-либо избежать. И как, в принципе, если уж мы выбираем, да, перманентный мир, то есть нашу карьеру, что по какому пути идти. Особенно это, наверное, касается новичков. То есть мастеров. Ты хочешь сказать, что это все-таки относится больше к новичкам, чтобы новички, которые пришли в профессию, либо хотят связать себя с профессией, могли посмотреть и что-то для себя по большей части, взять? Наверное, изначально инициатива была такая, потому что, как ни крути, уже практикующие мастера, они уже все это знают. Да нафиг мы они не нужны об этом, может быть, молчат, потому что не принято об этих вещах говорить. Но они все понимают, и самое страшное, они ковыряются в себе, уничтожают себя, выгорают, перегорают, снова загораются. Это все по замкнутому кругу. Вот. Скажем так, новички – это люди, которые полные надежд, каких-то планов на будущее. И чтобы с ними этого не произошло, да, то есть их хочется именно обезопасить, рассказать, что все-таки есть, как на самом деле, и чтобы, основываясь на нашем каком-либо опыте, они уже приняли то или иное решение, куда им двигаться, как им двигаться, или вообще, может быть, это не их история. Да? Ну и, конечно же, в принципе, очень хочется затронуть темы, те, о которых молчат. Потому что вот, просто уже болит, очень сильно болит, и хочется уже как бы начать об этом говорить, потому что, давай, далеко не тайно, что между собой это обсуждают все, но на публику эта история не выносится от слова совсем. Соглашусь с тобой. Вот
Я хотел тебе задать вопрос, что же сейчас, по твоему мнению, происходит в сфере перманентного макияжа? Но я знаю, что ты ответишь. 100% знаю, что ты ответишь. Давай я немножко от себя такие наводящие вопросы задам. Кажется ли тебе, что сфера перманентного макияжа перенасыщена? Перенасыщена мастерами, перенасыщена, я не знаю, информацией, ну, вообще, что это такое глобальное перенасыщение. Объясню, почему я задаю этот вопрос, потому что я в сфере недавно, то есть я себя не отношу там, к профи или к экспертам, потому что с моим опытом я в чемпионатах могу участвовать в категории юниор. Ты главный в стране по груди. У меня стаж 3 года. 3 года. Это небольшой срок, это не то, как у тебя 9 лет и у многих мастеров. И вот на протяжении 3 лет я слышу примерно одно и то же. Демпинг цен, много мастеров, там мастера криворуки, у нас куча мастеров за каждым углом, в каждом доме делают перманентный макияж, и клиенты все это видят, клиенты уже не знают, куда им податься, и идут ко всем подряд. Вот такое некое перенасыщение. И те мастера, которые действительно уже с опытом, которые делают классные работы, всегда начинают рефлексировать по этому поводу. И говорят, да что ж такое, происходит в нашей сфере. Вот. Поэтому хочу тебя спросить, у тебя опыта гораздо больше. Что происходило или что происходит, по твоему мнению, сейчас? К чему это все ведет? Что, к хорошему, к плохому? Что мы можем в итоге получить? Давай начну небольшое отступление с самого начала. Что если, так как я в профессии достаточно давно, я в этой профессии еще... скажем так, о ней знала, когда ей занималась далеко давно моя мама, когда это была история чисто с татуажем, это даже не называлось перманентным макияжем. И, скажем так, именно вот такой большой оборот, эта профессия, наш перманентный макияж, начала набирать обороты, наверное, лет 5 назад. То есть до этого это действительно была достаточно уникальная, сложная профессия, в которую шли не все. Ее, в принципе, боялись, считали, что это достаточно ответственная история, и люди просто не брали на себя вот эту ответственность, скажем так. Но потом стало происходить то, что мастера, люди, они как увидели эту профессию с точки зрения денег. Что это достаточно денежная профессия. Почему? Потому что это очень сильно началось транслироваться. То есть раньше такой трансляции нет. Но есть профессия, есть, ей занимаются. То есть также там косметологи, мастера, ногтевики, у каждого свое. А в перманенте стала именно транслироваться история красивой жизни. Красивой жизни при работе в этой индустрии. А давайте честно, что мы все хотим? Мы все хотим хорошо жить. Это нормально. Это абсолютно нормально. Я тоже пришла изначально в профессию. Я хотела, чтобы это было мое дело, которым я зарабатываю на жизнь, хорошо зарабатываю на жизнь. И, соответственно, для души, кайфую. Но сейчас эта история изменилась тем, что люди идут, мастера, исключительно для того, чтобы зарабатывать. То есть потеряна история качества и работы вообще, для чего это было создано, что это в принципе нужна работа с клиентом, это работа на результат клиента, это работа для клиента в первую очередь, то есть мы делаем наших женщин более прекрасными, уверенными в себе. То есть эта история отошла совершенно на задний план. Это прям уже пришло к тому, что это прям мы срубаем деньги, зарабатываем и никакой ответственности по сути не несем. И, к сожалению, это очень плохо. А почему все происходить так начало? Потому что, великий маркетинг, то есть я думаю, что по сей день, мастера, будущие мастера видят заголовки, что хочешь плюс 300 ежемесячный доход каждый месяц, вообще работая по 4 часа в день и вообще 3 дня в неделю. Иди обучись на перманентный макияж. Это неправда? Нет, это неправда, представляешь? Нет. Минуточку, подожди. Это неправда. Честно, я не отслеживаю лозунги школ перманентного макияжа. Я знаю, что в моем понимании сейчас стало неимоверное количество школ, которые обучают перманентному макияжу. То есть у меня много коллег, знакомых, которые проводят базовое обучение.
Ну, если не каждый, то через одного. Ну, а ты понимаешь, что изначально, если вот все-таки мы на чистоту будем говорить, что большее количество мастеров шли обучаться в перманент, чтобы обучать. Не чтобы работать, а чтобы обучать. Ну, я не знаю, я думаю, что это все пришло, возможно, со временем. Ну, это у меня, по крайней мере, так. То есть, так или иначе, все те, кто сейчас обучают, ну, не все, большинство, кто обучает, изначально они были мастерами. Да, с течением времени они решили для себя, что им надо расти и надо обучать. Через месяц начали обучать. Я нет, я через год. Нет, смотри, вот я просто свою историю расскажу. Я никогда не стремился к обучению, я не хотел обучать, но у меня получилось так, что я начал делать ореолы, они стали крутыми, мне самому нравится, и мне просто пошел запрос. Я отнекивался от этих запросов, говорю, да какой из меня учитель? Нет, я не буду обучать. Но с течением времени я сломался. Смолодушничал, я не знаю, что. Но нет, конечно, был другой посыл, я шел к этому достаточно долго, полгода обдумывал, почему хочу ли я обучать, не хочу ли я обучать. И понял, что я могу обучать, но просто потому, что то, что я делаю, я делаю, я разрабатывал сам, я к этому сам пришел методом проб и ошибок, через терни, через подводные камни, и теперь я об этом знаю, и теперь я могу это транслировать. Я думаю, что многие также мастера, они были мастерами, например, были запросы. Я хороший мастер, к примеру, в своем городе, и я лучший мастер в своем городе, кому, как не ко мне, пойдут учиться. Уж лучше я возьму, чем кому-то я отдам. с этим согласна. На самом деле я не против, что если мастер действительно имеет хорошую базу знаний, имеет хорошую практическую базу, когда ему есть чем поделиться, рассказать и действительно научить, давай честно скажем, мастер может хорошо работать, но ему не дано, в принципе, объяснять. Да? То есть учить это другая здесь история. Согласен полностью. И если действительно у мастера есть такие навыки, у него это получается, и он действительно качественно преподносит информацию, да только за. Наоборот, и мастер-классы, и базы проводи, потому что ты будешь, скажем так, делать этот мир лучше. Ты будешь работать над тем, чтобы улучшать других мастеров. Но большое количество мастеров, в принципе, начали обучать, когда сами еще не получили должного опыта. Ведь все-таки перманентный макияж – это про то, что у нас есть определенные технические навыки. Навыки приходят со временем, навыки приходят с практикой. Сколько клиентов, столько у нас, ты же сам знаешь, одним и тем же пигментом, сделая на нескольких разных женщинах, цвет заживет по-разному. Конечно, безусловно. То есть, и эти навыки тоже нужно приобретать, эту насмотренность, интуитивность в перманентном макияже. И когда мы говорим, что мастер, работая без года, полгода, полгода, это стандартная история, начинает обучать, я не могу сказать, что он не имеет на это права, ему никто не запретит. Но с точки зрения, наверное, какой-то честности и ответственности, это все-таки не совсем правильно. Потому что он может новому мастеру заложить неправильные паттерны, которые потом очень тяжело будет сломать, очень тяжело будет заново переучиваться. Поэтому я тут говорю, наверное, больше про ответственность, что если ты делаешь дело, ты должен делать его хорошо, и тогда проблем никаких не будет. Согласен. Есть единичные случаи, действительно. Я даже знаю мастеров, которые буквально год в профессии, но они молодцы. И они прям скрупулезно, досконально изучили все, даже на теоретической основе, да, то есть они прям молодцы, пожалуйста, преподаватели. Но мы же с тобой сейчас все-таки говорим про большинство, про то, что почему это произошло в нашей сфере, почему такой большой демпинг цен, почему все рванули сюда, потому что в первую очередь была трансляция все-таки денежной истории, и зачем мне сидеть реснички делать 2 часа за 2500, если я могу 1,5 часа бровки накатать и 10 в карман положить. Такая история, к сожалению. Согласен. Но никто не понимает, не осознает из этих мастеров, они просто видят эту красивую картинку, то, что хорошей, богатой жизни. Они не понимают, какая это колоссальная ответственность, это татуировка на лице женщины. Я не говорю про грудь, но если мы говорим основное, это татуировка на лице женщины. Это не место, которое можно закрыть одежду при некачественном перманенте. Это лицо, это наш паспорт. То есть, и когда я вижу колоссальное количество женщин с буквально изуродованными лицами,
Но это страшно. И страшно то, что это не всегда можно удалить. Окей, нет, я здесь с тобой полностью согласен, что прежде чем преподавать, нужен обязательно какой-то навык. Ты знаешь, я вот просто тоже не так давно столкнулся с историей у одной из учениц своих, увидел тему «Я преподаю там ореолы». И я не против. Я честно буду за, я гордиться даже буду, если я кейс создам, да, в актуальные помещения. Действительно начнет преподавать ореолы, и, ну, там, кроме меня, кроме там других моих коллег, ну, безусловно, мне просто непонятно одно. То есть, например, ореола такая штука очень щепетильная, не просто ее нарисовать, нужно пройти очень много этапов, нужно поработать с разным типом груди, кожи, там, операционными последствиями, чтобы понять все подводные. Но если у тебя в твоем багаже нет там ни одной ореолы, или ты там их 2-3 сделала, или только на латексе, блин, да, или только на латексе, какое преподавание? Мало преподнеси технику, да, там, рисунка, нужно понимать как бы последствия в том числе. 100%. И вот вспоминая историю, вот когда моя мама, как я говорила, занималась, да, я помню, что тогда обучение реально стоило достаточно дорого, то есть не каждый мог себе его позволить. Но оно же сейчас дорого стоит. Да? Сейчас поговорим об этом. Соответственно, оно стоило достаточно дорого, и, что очень важно, обучение проводили специализированные школы, у которых были на это определенные права, лицензии. То есть это действительно было так. Причем это шла профессия совместно с косметологией. Это очень такой краеугольный камень, потому что если бы сейчас ввели нам медицинское образование, да, там, на нашу услугу, там, и ее убрали из сферы бытовых и сделали бы, ну, как медицинской, конечно, это бы все очень сильно усложнило и для потрясающе прекрасных мастеров, которые хорошо делают свою работу. Поэтому здесь нельзя говорить, там, что вот давайте сделаем так или нет. Но, к сожалению, в нашу сферу нет порога входа. Абсолютно никакого. То есть нет. И из-за этого, соответственно, если человек определяет, что он идет в бьюти-индустрию, какую он выбирает профессию? Там, где больше денег. Это нормально. Это человеческое свойство. Идти туда, где сладко, где вкусно, где больше. Это нормально. Но, к сожалению, из-за того, что была трансляция, то есть когда, грубо говоря, школы сейчас нынешние презентуют там плюс 300 тысяч после обучения, там 5 часов работы в день, там 3 дня в неделю, свободный график. Они, к сожалению, ниже под звездочкой не указывают. Внимание, работа очень ответственная и не у всех может получиться. Стоп, и иногда стоп. Подожди, прерву. Просто услышал такой момент. Ты же тоже обучаешь? Проводишь базовое обучение? Проводишь? Проводила, сейчас нет. Сейчас я от них отказалась. Окей, оно проводило, опыт этого есть. Скажи, пожалуйста, по твоим наблюдениям, какой процент мастеров остается, которых ты обучила в базе, остается в профессии? Маленький. Честно, маленький. Причем не потому, что было плохое обучение. Я даже тестировала. Я хотела вообще сломать эту систему. И потому что, ну, у нас же как на рынке 5 дней базы, соответственно, все, выходишь и работаешь. Я хотела, думаю, нет, я сделаю 2 недели минимум офлайн, не онлайн. То есть помимо онлайн подготовки, 2 недели офлайн работы со мной каждый день. То есть я думаю, ну, наверное, маленький процент остается в профессии по причине того, что, ну, перманент, как я говорю, это же технический навык. И девчонки просто не успевают приобрести этот технический навык. Им времени не хватает. Ну какой 5 дней, на второй день уже практическая отработка на человеке, на модели. Я думаю, первую неделю мы будем вот только латекс, будем делать упражнения. И вот честно я могу сказать, что я, наверное, себя просто уничтожила на этой базе, на этих базах. Да, и я прям выворачивала себя наизнанку. У меня была помощница-ассистентка, девочка, которая огромное количество времени уделяла тоже обучающему процессу. Она мне очень сильно помогала. Но бывает такое, что кому-то просто не дано. Ну, есть такое. Я, конечно, не бог, чтобы кого-то судить. И, возможно, даже неправильно сказать, что кому-то не дано. Кому-то нужно больше времени для того, чтобы приобрести этот технический навык. Так вот, процент... Наводящий. Вот сразу не под вопрос, а до вопроса. Хорошо, ты говоришь, маленький процент остается в профессии. Почему? Потому что не получают тех ожиданий,
в реальности. Ожидание и реальность. Они не готовы сталкиваться с этими проблемами, они не готовы, в принципе, иногда морально, то есть они с преподавателем на базе сделали несколько моделей, а многие просто все, им страшно, они дальше без преподавателя не могут. Это вот как раз-таки очень ответственные девочки, мастера. Есть и такие, кто... Эта модель, она пришла, она знала, на что она подписалась и сидит, делает, да, то есть как бы есть и такие. Категории людей бывают разные, но по большей части попадаются ответственные люди, которые просто не готовы делать, либо они идут дальше учиться, либо они практикуются на коврах, да, то есть как бы, а либо те, кто сталкивается с просто жестокими условиями поиска клиентов. Вот это самое, наверное, страшное. Хорошо. Прервемся. Давай ближе тогда вот какой вопрос. В начале твоего спича прозвучала такая тема. Поговорим об обманах в сфере перманентного макияжа. А что за обманы? Ну, самый главный обман, который я уже сказала, что вы будете зарабатывать какую-то хорошую сумму сразу после обучения. Это не так. Это в 95-99% случаев не так. Потому что... ты же понимаешь, для чего все это делается? Конечно, понимаю. Чтобы привлечь. Так это обман. Мы же про обман с тобой говорим. Поэтому сюда идет такое большое количество людей. Все хотят жить хорошо, это нормально, как я сказала. Но почему-то не указывается о том, что как бы, ну, действительно это не будет сразу. Хорошо, допустим, у всех есть технический навык, у кого-то больше, меньше времени, и мастер научится. Но не за 5 дней базового обучения. Плюс-минус, вот мастер, вот по моему опыту, должен давать себе минимум полгода, еще после базы, время для того, чтобы приобрести этот технический навык. То есть какая-то должна быть определенная подушка безопасности или понимание, что первое время ты вообще будешь в минус работать. Есть единичные случаи, когда преподаватель заметил талантливого ученика, он оставил его у себя в студии и делает ему записи с клиентов. Конечно, есть и такая история. Есть история, например, как у меня, я в бьюти-сферу пришла изначально, я была просто мастер по коррекции окрашивания бровей, где-то там реснички подделывала, ламинирование ресниц. Потом я пошла, отучилась на брови, на перманент бровей, и я уже обрабатывала вот эту базу, лояльную базу, которая мне уже то есть ты в перманент уже пришла с базой? Конечно. И я считаю, что это не то, что это была осознанная история. Это не повезло. Я потому что понимала, что татуировка – это колоссальная, большая ответственность на лице. И для того, чтобы, в принципе, уметь потрогать клиента, не бояться его потрогать, нужно сначала… Это же как тренировка. Ты начинаешь с более лайтового, переходишь потом к более серьезным весам. То есть ты же не перейдешь в зал, сразу не будешь тягать 150 от груди. Согласен. Вот. И то есть я пришла к этому постепенно. Да, это был более длинный путь, но я себя оградила от ряда больших проблем. Я никогда не оставалась без клиентов. У меня была моя лояльная база. А давай еще к тому скажем, что перманент – это, в принципе, история про постоянный перманентный поиск клиентов. Это одноразовая, по сути, процедура. Многие мастера даже коррекцию не делают. Ты сделал клиента и отпустил его на 1,5-2 года. И вот пока у тебя вот эта база образуется, которая возвращается циклично через каждые 2 года, должно пройти ого-го сколько времени. И что ты эти 2 года будешь делать? Ты будешь сидеть на изжоге каждый день, думая, будет у тебя работа или нет. Поэтому, если мастер изначально идет, например, из бьюти-сферы, реснички, ноготочки, бровки, то у него уже есть определенная база, которую он может обрабатывать. Но тут очень важный тоже момент. Он ее быстро обработает и выгорит. То есть он не должен обрабатывать только эту базу. Конечно, он должен работать еще на другие инструменты по привлечению. Но это супер-мега-бонус к тому, когда ты обучился на перманентный макияж. То есть перманентный макияж – это более тяжелая артиллерия, да, в нашей бьюти-сфере. И к этому нужно подходить с головой и продумывать все на 10 шагов вперед, чтобы реально у тебя был хороший результат. А не так, сидишь в офисе, а изменю-ка свою жизнь и пойду. И, ну ладно, хорошо, и пошел, и что вот дальше? К сожалению, у нас мир такой, что у тебя клиенты в окошко не стучатся, не говорят: здрасте, понятно. Можно я сделаю вам? Сделайте мне брови. Возможно, раньше это было, сейчас точно нет. Сейчас сумасшедшее большое количество мастеров, причем абсолютно по разным ценам, и клиент еще будет думать: не знаю, к тебе ли пойти или к другому. А модели очень часто: я к вам приду моделью, а вы мне заплатите? То есть бывает даже такая история. И если вы уж все-таки надумали, если вы понимаете, что у вас сердце лежит к перманенту, и вы хотите дарить вот эту уверенность на долгие года женщинам, но вы реально, подумайте
о себе, о своей нервной системе, о том, что как вам будет правильнее это все пройти. Окей. Вот так. Итак, ловите лайфхак. Если вы хотите в перманент заходить с клиентами, берите клиенты из других сфер. Если вы работали мастером там, по наращиванию ресниц, ноготочков, там, я не знаю, ламинирования. Волосы, кстати, неважно, бьюти-сфера. Это именно я к тому, что это не значит, что людям, которые работают в офисе, нельзя в нашу сферу. Нет. Но, например, понятно, что ногти делать, это совершенно другая. Ну, пойди хотя бы изначально отучись на коррекцию окрашивания бровей. Тебе это в перманенте только огромным бонусом будет. То есть это максимально близкие, соприкасающиеся профессии, в которой ты как минимум освоишь эскиз. Ты научишься контактировать с клиентом, ты научишься чувствовать форму, и ты сформируешь себе лояльную базу. Потому что на брови женщины, на хорошие брови, возвращаются каждый месяц. Угу. Это возвращаемость. Окей. То есть ты убеждена, что мастер, отучившись на базе, не сможет сразу зарабатывать большие деньги? Нет, я с этим полностью согласен. Я убеждена, что нет, если только это не какая-то история, где есть какой-то супер-мега-наставник, который реально будет тебя двигать, помогать. Что ты действительно талантливый мастер. Вот ты пришел из офиса, предположим, у тебя нет бьюти-сферы. Да, ты талантливый мастер, у тебя все получается, ты упорно работал, отрабатывал, и вот тебя заметили такого талантливого, да, твой преподаватель, либо просто другой какой-то наставник, который ищет сейчас себе в студию талантливую единицу, потому что он хочет делегировать уже это все. И вот он тебе отдает своих клиентов, да, то есть и ты работаешь, и ты продолжаешь набивать ручку, нарабатывать свою клиентскую базу, и вот прям такой счастливый сидишь и думаешь, жизнь удалась, вот все так, как мне рассказывали на этой брошюрке про перманентный макияж. Ну, это единичная история. Ой, хочешь, я тебе свою историю расскажу? Давай. Ой, сейчас расскажу. Вот я отучился на перманентный макияж. Сколько дней? У меня была другая история. Я не учился базе. Я не проходил базового обучения. Я безобраз. Я необразованный мастер перманентного макияжа. Шучу. Но у меня была другая история. Мне подарили сертификат на обучение аппаратным волоскам. Сразу. 3-дневный мастер-класс. Сразу. Так. Ну, это я сейчас понимаю, что аппаратные волоски – это самая сложная техника. В перманентном макияже сложнее ничего нет, на мой взгляд. И, мне ничего не оставалось. Мне подарили сертификат, и я пошел учиться. Но, благо, я был татуировщиком, я знал, что такое машинка, знал, как работать с кожей, поэтому вроде как мне было проще. 3 дня обучения, да, сейчас не будем говорить, мало это, много, какое оно было. Факт. Нет. Это было обучение, которое в любом случае меня привело в эту профессию. И когда настал день того, что мне приходилось уже увольняться из офиса, мне тоже сказали, что типа, ой, сейчас мы возьмем тебя в студию, и сейчас будешь здесь работать на таком-то прайсе. И я, честно говоря, был этому рад, безусловно, потому что я уходил из офиса, дохода уже там не было у меня. Я думал, сейчас приду, и у меня сразу будут клиенты. Но опаньки, что-то не срослось, меня не взяли. И вот здесь я столкнулся с реальностью, друзья. Вот здесь я пошел и начал работать в квартире, искать клиентов через знакомых. Авито, наверное. Ну, Авито нет, ни разу не зашло, я как-то в ту область не лез. Вот. Но, тем не менее, где-то их выискивал. Сначала работал на квартире, на прайс, конечно, был вот такой. На расходы вот такие, потому что, извини меня, пигменты стоят, мама, не горюй, это отдельная история наших материалов и так далее. Вот было тяжко. И только через год, наверное, я мог бы сказать, что да, это стало приносить более-менее разумные деньги, которые позволяли мне, более-менее нормально жить. Это были не те деньги, которые хотелось, но тем не менее. Вот я примерно, наверное, шел тем путем, которым идет большинство мастеров. Давай начнем с того, что тебе еще принесло хороший доход. Ты еще выбрал в перманенте отрасль, которая реально ниша не особо заполнена. Это капец какой. Ты про грудь? Я про грудь. Не, стоп, грудь началась позже. Если бы ты сейчас грудь не делал, например, и ты бы шел только исключительно, как большинство мастеров, брови и губы, даже глаза Я делают. именно так и шел. Потому что грудь начала мне приносить доход спустя
1,5 года в моей профессии. Потому что я полгода был в профессии, я занял первое место на чемпионате интерперманент, только после этого я начал делать грудь, и то где-то месяца через 3. И делал я это на бесплатной основе, на благотворительной. И только потом эта история начала монетизироваться. А вот все эти условно там 1,5-2 года я жил за счет чего? За счет бровей. По большей части бровей, потому что я учился губам онлайн. И я там, губы делал очень так посредственно на тот момент. Я делал там межресничку, потому что я тоже ее онлайн. Но мне помогало то, что я делал татуировку, я видел, как делать. То есть у тебя все-таки навыки? Если бы у меня этого навыка не было, я не знаю. И не было бы средств к тому, чтобы продолжать обучение, повышать свой уровень, да, там, то есть по это каждой подушечки, зоне. скажем так, да? То есть это к вопросу, что тоже обязательно, если у вас последние деньги на обучение, реально последние, то это того не стоит. У вас обязательно должна быть хоть какая-то подушка безопасности, потому что на первое время действительно вы должны быть готовы, что у вас не будет уже все вот прям вот доход открытый, да, плюс 150-300 тысяч. Вы должны понимать, что какое-то время вам реально, может быть, придется бесплатно поработать, где-то вообще в убыток, снять кабинет, да даже купить кушетку себе в квартиру, это тоже расходы. Тоже деньги. Аппараты, расходники. То есть, если это прям последние деньги, то, это заведомо, мне кажется, Ой, а с аппаратами-то какая тема интересная. Сейчас, слава богу, это ушло. Сейчас, слава богу, кто-то... От розетки, Геонсан. Не, сейчас хотя бы смотрю, там девчонки преподают, дают базовый курс, стартовый набор мастера, там лежит машинка. Да, это стартовый набор, это недорогостоящий аппарат. Но, тем не менее, с этим можно работать. Комплект всего оборудования, там, я не знаю, 15-20 тысяч. Расходики на 10-15 раз, да. Все, а я помню, как я учился, и приходили девочки на базовый курс. Вот тебе машинка за 120, за 150 тысяч, это лучше, и без этого ты вообще ничего не сможешь делать. Я сидел такой, смотрел, говорю, а можно я своей татуировочной поработаю? Да. Но и сейчас-то я вижу, это тоже к истории как бы обмана, на мой взгляд. Конечно. Да, потому что вот это оборудование за 200 тысяч рублей, которое сейчас у многих мастеров пылится на полке, которое они продать не могут, потому что на этом оборудовании невозможно работать и так далее. Я не буду сейчас называть вот этих хваленых марок, но тем не менее, понятно, для преподавателей это был дополнительный источник дохода. Они продавали аппарат, зарабатывали на этом деньги. Именно дорогостоящий аппарат. То, что сейчас там продают свои аппараты там, по 15-20, это нормально хотя бы. За 120, за 250. Да даже сейчас это уже это мало кто себе может позволить. И на самом деле это вопрос не в аппарате все-таки, а в технике, если мы к этому вернемся. А вот смотри, хорошо, мы поговорили. Итак, доход, надо проверять всю эту историю. Надо реально подходить ко всей этой истории. Конечно, реально. Не в розовых очках, что мне пообещали, как бы будет. Просто реально. А, кстати, такое тоже бывает. Вот я слышал от девчонок, девочки, что говорит, вот я хочу, как вы, делать брови. Окей, приходите, обучайтесь. Ой, а вот я работаю год-полтора, у меня нет такого заработка, как у вас. А я вам ничего и не обещала, собственно. Я могу рассказать свой путь, как я к этому пришла. Пожалуйста, вот у меня было вот так, вот так, вот так. И я в профессии уже 10 лет, я зарабатываю вот столько. Конечно, вы первый год не будете зарабатывать столько. Об этом очень мало кто говорит на базовом обучении. Хорошо, а вот про качество обучения. Качество обучения. Мое видение идеально, как это должно происходить. Как я сказала, что это все-таки технический навык. И это очень ответственная работа. То есть реснички, ноготочки, это можно снять, к счастью. Да? То есть я не говорю про какие-то заболевания и физический вред. Нет. Я говорю про то, что если что-то не получается, ты это снимешь, это отрастет, вырастет. Татуировка на лице, ее не всегда можно удалить. Даже самым сильным лазером, к сожалению. И если мы уже говорим про правильное обучение, то как минимум оно должно быть по времени более длительным. Потому что за 5 дней, это уже с учетом всех отработок и теоретической части, это невозможно приобрести такие технические навыки, чтобы делать хорошо. То есть можно научиться, можно теорию выучить за эти дни, что-то понять. То есть что я предлагаю и как я это вижу, если это возможно, что помимо онлайн-подготовки, которая идет до обучения, что на ней можно дать, да? Чтобы какие-то уже теоретические знания, какая-то минимальная база, штриховка. То есть сейчас есть потрясающие просто
тренажеры. Даже можно в аппарат вставить определенным образом картридж с карандашиком, гриф с ручкой. С ручкой, с гриф. Гриф еще лучше, просто тонко заточенный карандаш. Это я тоже лайфхак такой видела. Научить уже, то есть по онлайн-урокам штриховки какой-то, чтобы ученик почувствовал аппарат, его вес, как держать, чтобы уже были сформированы какие-то минимальные паттерны. И потом, приходя на обучение, достаточно долгое время уделять именно базовым каким-то отработкам на ковре, то есть не давать сразу все и сразу, впихнуть невпихуемое. То есть конкретно научить делать правильный эскиз, правильный штрих, правильная имплантация на определенной глубине, хотя бы какая-то равномерность. И потом иметь возможность оставить этих студентов на дальнейшую стажировку. Стажировка – это самое главное, что должно быть после обучения. Что предполагает собой стажировка? Не то, что преподаватель стоит над тобой, как на базовом обучении, и контролирует. Нет. Стажировка предполагает, что преподаватель где-то рядом. Это сразу убирает определенную роль волнения у мастера, и он знает, что если что, его подстрахуют. Где-то он может подсмотреть что-то, подсказать, где-то что-то помочь. Но этой историей может обладать далеко не каждая школа. Начнем с того, что в школе обычно это просто невыгодно. Их какая задача? Обучить, получить свою денежку на потоке. Группа 6 тысяч, 6 человек или 10, на потоке обучили. Все, ребята, у вас свободное плавание, творите. Мы вам все, что могли, мы вам дали. Это самая офигенная политика. Мы дали все, что от нас зависит. Дальше сами. Восприняли, не восприняли. Но когда есть дальше именно стажировочная часть, то это идеальное обучение, которое дает возможность реально мастеру остаться в профессии, закрепиться. Но, самое важное, эту часть может дать реально школа, которая специализируется на обучении. Не мастер, который просто обучает и дополнительно работает со своими клиентами. То есть это специализированная школа. Назову любимое свое имя, фамилия Катя Третьякова, которая у нас в Саратове. У нее конкретно школа. То есть у нее есть преподаватели там. Но это же мы практикующие мастера. Да, она практикующий мастер, но у нее есть преподаватели в ее штате, которые каждый день находятся в студии, они могут работать со своими клиентами, они могут просто там находиться, проводить дополнительные обучающие курсы, но у нее стоит этих 20 кушеток образно, и мастера приходят и продолжают свой дальнейший путь обучения. Это очень важно. И как раз-таки, если бы у нас обучали такие школы, которые делали бы ставку на обучение профессионалов, а не просто срубить бабла и отпустить, то это была бы вообще другая история. Подожди, это же наверняка прозвучало имя мастера Катя Третьякова, хорошо. Она, кстати, у нас я знаю, что она в Хан-ФИТИМ, но это же ее разработка, и, наверное, есть определенные пакеты. Ведь стажировка, она должна тоже стоить денег? Или это все в одном? Это, знаешь, уже у кого-то все в одном. У меня, когда я проводила базу, это было все в одном. То есть мы 2 недели очки заканчивали, у меня было еще несколько кушеток в студии. И, соответственно, я даже могла работать просто. Я просила свою девочку, ассистентку приезжать, если мне нужно было. Ассистентка – это тоже моя прошлая ученица, для которой это было в кайф. То есть она говорит, я готова, хоть целыми днями с тобой. Для нее каждый день был как очередной мастер-класс. Она смотрела, как я просто работала с клиентами, она понимала, что она это делает бесплатно. То есть она не платит ничего, но по сути она видела всю мою работу, как я работаю с этой кожей, с этой, какие миксы. И она мотала себе на ус. Но так как она была уже практикующий мастер, она и помогала мне. То есть она мне платила тем, что она помогала мне с учениками на их каком-то базовом уровне. И то есть у меня девчонки приезжали, ученицы, они отрабатывали, то есть у них был срок, например, еще в течение месяца вы можете приезжать. То есть, конечно, это тоже, это нерентабельно растягивать на год вперед. Я о чем и говорю. Смотри, ты говоришь, правильные вещи. Наверное, за 5 дней невозможно получить те знания, с которыми ты спокойно отправишься в свободное плавание. Ты должен понимать, что чтобы делать качественно, тебе нужно еще учиться на дополнительных моделях, дополнительно брать индивидуалку, повышающие мастер-классы по каждой зоне, как многие и делают. Но мы понимаем, что для школы увеличенный срок.
Ну смотри, какая здесь это история. Ценник. Вот смотри, да. 5-дневный базовый курс, например, стоит, я не знаю, сколько он стоит, ну, например, 150 тысяч рублей. 90. Ну, хорошо, 90. Я и за 30 знаю. Я и за 30 знаю. Это я потом расскажу. Среднюю 120. Хорошо, 100 тысяч рублей стоит 5 дней обучения. Да. Школа, состоящая там из идейного вдохновителя, практикующего мастера, топ-мастера, да, туда же включают ассистентом или преподавателя, например. Ну вот смотри, 100 тысяч рублей, база 5 человек, 500 тысяч рублей там 5 дней. Из этого там ты должен заплатить этому, ты должен там, я не знаю, модели искать, вложиться в рекламу и так далее и тому подобное. Предположим, мы там хотим не 5 дней преподавать, а 2 недели, 14 дней. Соответственно, эти все деньги на 14 дней развиваются, и топчик скажет, блин, что-то мой день стоит как-то очень дешево. Объясню. Тут вопрос-то не... Самый смак заключается в том, что пока мы не будем доносить ценность нашего обучения, да, уникальность, но его и будут сравнивать с обычными 5-дневными. Когда ты доносишь, конечно, оно не будет стоить 100 тысяч рублей, безусловно. А кто сказал, что перманент – это дешевая профессия? Это дорогая профессия, да. И если ты ее освоил, эту профессию, это хороший, дорогой чек, хороший доход. Поэтому будь добр, да, потратиться, чтобы смочь достигнуть этих результатов и хотя бы там через месяца 2-3 со стажировкой реально выйти на хорошее качество и уже хорошо зарабатывать. То есть я и не говорю, что это обучение будет стоить 100 тысяч. Да, оно будет стоить дороже, но как бы ты результат другой получаешь. То есть когда ты даешь 100 тысяч 5 дней, ты тупо сливаешь деньги. Ты выходишь нулевым мастером. Ты просто выходишь в этот мир, как ребенок, вот с такими глазами, и не понимаешь, а что тебе сейчас делать? Ты вроде бы все прошел, а ты ни брови не умеешь делать, ни глаза, ни губы, и ты вообще не понимаешь, как вести эту контурную линию. А тут ты отдашь 200, хорошо, но ты выйдешь мастером. Так что лучше, отдать 2 раза больше, например, и реально обрести профессию, или отдать 100 тысяч просто потому, что как бы прослушать курс. А это выбор уже непосредственно ученика. Уважаемые топ-мастера, которые обучают, поверьте, это камень не ваш огород, ни в коем случае, потому что я скажу так, что когда я погрузился в профессию и когда узнал многих мастеров, которые в топе, которые обучают, и сейчас у меня периодически мои знакомые спрашивают, куда пойти учиться на перманент. Я никогда не скажу, найдите в интернете какую-то школу. Нет. Я лучше посмотрю, кто в этом городе из моих знакомых обучает. Я знаю, что это там профессионал и так далее. И я всегда направлю. Могу. Вот, поэтому ни в коем случае не подумайте. Ну вот смотри. Такой момент, ты говоришь, пусть оно стоит дорого. Но ты понимаешь, что помимо наших мастеров топовых, которые имеют свои школы, которые обучают, это уважаемые люди и делают это хорошо, возможно, и за 5 дней делают неплохо и ответственно подходят к этому. Но есть школы, я знаю, я сейчас прям расскажу эту историю. Да простит меня моя не ученица, а моя клиентка. Да простит она меня. Я расскажу эту историю. Но есть школы, которые дают базовые знания за 30 тысяч рублей. А знаешь, есть еще какие школы? И там нет ни одного человека, которого бы ты знала. Я тебе уверяю, там нет ни одного человека, которого бы ты знала. История. Клиентка моя, она мастер по наращиванию ресниц. Бывшим там и так далее, тому подобное. Делала эти процедуры. Говорит, я хочу отучиться на перманент. Она следила за мной, я уже там в профессии был пару лет. Я говорю, ну отлично, ну когда соберешься, дай знать, я тебе посоветую, куда пойти. В итоге она учится, говорит, а я отучилась. Я говорю, круто, только я ничего не поняла. Я говорю, в смысле? Говорит, мне кажется, нас обманули. Я говорю, ну-ка, как это? Она мне присылает ссылку на Инстаграм-страницу, я открываю, я понять не могу, кто это. А это какая-то школа, там нет ни одного лица этой школы, нет ни одного мастера, там только какие-то бумажки типа дипломы, какого-то международного, я не знаю, межгалактического уровня. Там, я не знаю, 500 подписчиков, 5 публикаций, там 2-3 фолловера, все. Я говорю, почему пошла туда? Вот они хорошо зарекламили. Я говорю, цена обучения 30 тысяч рублей. Отлично, сколько моделей? Ну, как бы говорили, что будет 10, в итоге было 3, по одной на каждую зону. Я говорю, круто, отучилась. Хорошо. И спустя время
Она мне присылает, говорит, фото, посмотри, я себе брови сделала. Я говорю, сама? Она говорит, сама, перед зеркалом. Только что-то я не понимаю. Она говорит, что-то цвет мне как-то не очень. А она сама брюнетка. Я говорю, что брюнетка? Я говорю, а чем делать? Ну, черным. Черным. Брови. Простите за бедность речи. Не выдержал. Серьезно. Курьезный момент. И вопрос не к самой этой девочке. Вот не к ней вопрос. Нет, конечно, к ней тоже вопросов. Я тоже полканата на нее спустил и сказал, слушай, ну вот у тебя есть знакомый мастер, который в индустрии определенную... Ты почему вопрос не задала? Да даже нет, ну, есть даже если нет определенного мастера, как вообще можно предполагать, что такая дорогая профессия может так дешево стоить? Ну вот просто, вот, ну, тут же логика должна быть. Ну, это нереально. Логика. Вот так. Это мы когда Ксения только вошла в профтим, я говорю, Ксюх, тебе надо придумать псевдоним. Скоро чувствую, что-то услышим. Вот. Не, совершенно верно. И ты знаешь, что самое интересное, несмотря на то, что очень много ведь школ, но сейчас так много контента, я не к тому, что надо учиться по контенту, нет. Но контент, даже не то, что обучающего, а контента информационного. Это вспомогательная как хорошо, как плохо. Да, раньше ну, такого не было. Ну вы идете в профессию, ну почитайте. Да. Я когда вшел в перманентный макияж, я занимался татуировкой. И когда я начал заниматься татуировкой, я столько пересмотрел и обучающего контента, и информационного. Слава богу, его пруд-пруди. И дай бог здоровья тем людям, которые на благотворительной основе бесплатно этот контент пилят. Да. Ну да, для зарабатывания очков себе, безусловно, для своей известности, но тем не менее. Вот. И сейчас здесь та же самая история. Я когда шел в перманент, пока я учился эти 3 дня на волоске, столько пересмотрел про эти волоски, вообще про индустрию, потому что она была новая, хотя и параллелью где-то с татуировкой идет. Это вопрос как раз-таки твоей ответственности. Слушай, у меня, вот ты сейчас рассказал историю про такую школу, а у меня очень большой, просто вот такой огромный знак вопроса к школам, которые... Ну, известно, я не буду называть имен, да, но как бы проводят обучение перманентному макияжу онлайн. Онлайн. Исключительно онлайн, даже без формата офлайн. Я такое проходил. Базу? Ну, как бы я базу не проходил, ну, я ж неуч, как выяснилось. Вот человек, который абсолютно аппарат в руках не держал, кому надо руку поставить, понять глубину. И почему я крайне возмущена была этим? Потому что у меня была серия запросов, здравствуйте, сколько стоит у вас обучение, я как бы объясняю, сколько обучения, практика, стажировка, ну как бы все оставалось без ответа, и потом спустя полгода, у меня же диалоги остаются, мне эти же девочки пишут, здравствуйте, я прошла базу онлайн у такого-то мастера, а теперь хотела бы к вам пойти на стажировку. Я вот читаю, вот тут у меня вот такие глаза. А возьмешь такую? Нет. Это просто какую надо, в принципе, наглость иметь, я считаю, написать. Ты изначально спрашиваешь у мастера, который готов предоставить тебе качественную базу с отработками. Для себя ты решаешь, что тебе это дорого, я пойду подешевле отучусь просто на онлайне. И теперь на онлайне, когда как бы тебе ничего не дали, ты хочешь к нему на стажировку, как бы, которая стажировка копейки стоит после обучения, которая предназначена для твоих учеников. То есть ты сэкономила на мне, скажем так, на моей экспертности, давай так это назовем, да, и сейчас ты хочешь, типа, усидеть на двух стульях и как бы и рыбку съесть, и на стульчик съесть. Возможно, не так. Возможно, она обожглась, она поняла, что... Она попросила у меня не новое базовое обучение, она сказала стажировка. Я переспросила. То есть просто, да, говорит, не надо, чтобы вы сидели, когда я рядом буду с моделями. То есть она ни одной отработки не делала. То есть, и вот меня вот это тоже изумляет просто, что ну как еще и наглости хватает на это. То есть, а второй вопрос к школе, как наглости преподавателю, это известный преподаватель. Онлайн? Как преподавателю хватает Не, подожди, наглости. Так это базовое обучение? Это базовое обучение, это для абсолютных новичков. Как преподавателю, зная всю зону ответственности работы, что это татуировка, повторюсь, на лице, как этому преподавателю хватает наглости давать обучение, когда она заведомо знает, что офлайн-то не все начинают нормально работать, когда над ними стоишь, держишь руку, чуть ли не контролируешь каждый шаг. А тут как бы просто онлайн ты даешь, берешь деньги, выпускаешь, как бы с меня взятки гладкие. Как так?
Поэтому вопрос, в первую очередь, к преподавателю, что как бы, ну, я надеюсь, эта карма тебе прилетит обратно, простите. Это ужасно, это безответственно. И с этим, я считаю, надо бороться. Знаешь, вот есть же в нашем мире очень перманентно все меняется. И сейчас все пошло про деньги, 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 да. деньги. Ты посмотри, сейчас на конгрессах все очень много идет, не просто сейчас мастера выступают. Про маркетинг. Маркетинг, деньги, зарабатывайте, вылизывайте фотографии, деньги, Вот деньги, мы с тобой деньги. сейчас были на конгрессе в Саратове, и первое было, сколько вы зарабатываете в месяц? Помнишь? Да, что там даже позиционирование было, да вы скоро, ну, как бы разведетесь там с мужем и так далее, да? И такая есть история. Деньги – это здорово, деньги – это ресурс. Все хотят жить хорошо, но тут очень важно сохранить грань, что ты зарабатываешь, ты имеешь право, если ты делаешь хорошо, зарабатывать. Ты получаешь деньги за свои вложения, экспертность за свой опыт, но ты должен понимать, что это не снимает с тебя ответственности. То есть ты должен в любом случае хорошо делать свою работу. Но если ты делаешь хорошо, ты имеешь право брать за это высокий чек, это нормально. Да, конечно. Даже обучение, пусть у тебя 500 000 будет стоить, если, например, оно реально того стоит. Если ты берешь с нуля человека и доводишь его до реального профи, да блин, я лучше 500 000 отдам, честное слово, чем я буду вкладывать ежемесячно просто на бесконечное обучение, мастер-классы, которые просто в ноль, в трубу выливаются. То есть здесь чистая математика, и это нормально. Я не против денег. Я не за благотворительность, что как бы мы должны как бы благотворительно бесплатно работать. Нет, но я за ответственность. Я за ответственность. Слушай, ты себя троллем не ощущаешь? Вот мы сейчас сидим, троллим. Блин, мы пилим сук, на котором сидим. Мы реально собрались два мастера, и мы, я не знаю, там чморим, гнобим. Мы не чморим, гнобим. На самом деле, смотри, вот сидит девочка Маша, девочка Люба перед экраном. К примеру, я очень надеюсь, что такое будет, блин, бежать и даже близко не подходить к профессии. Нет, слушайте, на самом деле, друзья, совершенно это все не так. На самом деле, профессия наша действительно хороша, она прекрасна. Крута, и, ну, я, просто надо честно, подходить с умом. Вот. Я честно скажу, что многие мои знакомые, с кем мы общаемся, мастерами, топы, успешные мастера, говорят, что у меня самая лучшая в мире профессия. Я тоже так считаю. Действительно так, и я так считаю. Вот. Поэтому нет, не надо бежать, нет, действительно нужно подходить с умом. Ксюш, вот давай так, твое мнение, заходить в профессию по-честному, что лучше, какой путь выбирать, чтобы действительно прийти к успеху. К успеху разного рода, потому что у всех амбиции разные. Кто-то хочет большое количество клиентов, кто-то хочет стать преподавателем, кто-то хочет выступать спикером на сцене и так далее и тому подобное. У каждого свой путь. Вот. Ну, я считаю, вот если мы говорим сейчас про путь просто, чтобы работать, быть клиентским мастером, да, то есть про этот путь основной, скажем так, изначально, то это первое, все-таки выбирать качественное базовое обучение, где действительно дается достаточное количество отработок и дальнейшая стажировка. Все-таки это очень важно. Да? И хорошие преподаватели, рекомендации, посмотреть отзывы. Потрясающе есть большое количество хороших школ. Реально есть хорошие школы. Просто подходить с умом. То есть делать такой глубокий анализ рынка и выбирать. Возможно, даже спрашивать у практикующих мастеров, которые уже могут посоветовать. Второй момент. Если есть такая возможность, то все-таки большим бонусом сопрягать с параллельной профессией тоже коррекция окрашивания бровей. Тем самым облегчая себе жизнь дальнейшего поиска клиентов. То есть это очень сильно даст бонус. То есть вы, по сути, на дополнительную эту профессию потратите абсолютно мало времени. То есть это вообще однодневное обучение, коррекция окрашивания. И там ручку там набить месяц-два, да, дополнительно стажировать. Но это настолько колоссальный бонус будет в работе, помимо того, что вы будете не бояться чувствовать клиента. И дополнительно, что у вас будет более-менее лояльная база. Потому что все-таки, как ни крути, основная ошибка, если мы убираем техническую составляющую, это поиск клиентов. Это самая сложная история, за которой мастера выгорают. Но сопрягая, скажем так, с другой схожей бьюти-индустрией, вы себя от этого застраховываете, что очень важно. И дальше идете в развитие и как бы, транслируете. Хорошо. Следующий путь, дальнейший после базового обучения. Оно качественное. Как ты относишься к мастер-классам повышения квалификации по каждой зоне? И еще, если есть возможность после обучения, все-таки пойти работать в салон. То есть не только сам на себя, что вот очень важно. Если по возможности, да, попробовать
где-то вот остаться под надзором какого-то наставника и работать, и вот стараться, и улучшать свой технический навык. Я пробовал, у меня не получилось. Ну, это у тебя не получилось. Да, я писал, я в салоны писал, меня не брали. В первый салон не взяли, потому что я мужик, нам мужики не нужны. Мы работаем только женщины. Во второй салон не взяли, потому что у меня опыта маловато, а третьего я сам отказался. Ну да ладно. Ну да ладно, но все-таки стоит попробовать, да? Либо хотя бы выбирать обучение со стажировкой, где у тебя уже будет наработано определенное портфолио. Нет, салон на самом деле хорошая тема, я считаю, потому что действительно ты уже вливаешься в работу, у тебя будет практика, у тебя будет нет-нет какая-то денежка и нарабатываться опыт. Это круто. Про мастер-классы что? Про мастер-классы. Вот я свято верю, и какой бы я путь рекомендовал мастерам, вот как бы мне это виделось. Прошел базовое обучение, чуть-чуть потренил, наработал какой-то навык, а потом иди на повышающие мастер-классы классным мастерам, на индивидуалку, либо на группу. Ну, я не знаю, каждый выбирает здесь сам. Именно по каждой зоне. Угу. Да? Что, честно, из моего опыта, я не знаю, как у других мастеров лично мой опыт. Во-первых, когда мастер с достаточно маленьким опытом, еще нет технического навыка, идти на групповой мастер-класс, где 15-20 человек. Не, я бы на индивидуалку пошел. Это лучше индивидуалку, просто у начинающих не у всех есть финансовые возможности. Но на большую групповую, потому что там все равно не уделяется столько времени. Там, по сути, ты просто послушал какие-то фишечки, запомнил, и по возможности, если ты дошел до этого, ты что-то применил. Даже на твою отработку не всегда смотрят. То есть, к сожалению, вот такая реальность. Поэтому, если есть возможность, да, индивидуальные мастер-классы с отработкой. И самая важная часть. Не покупать их бесконечное количество, не ходить раз за разом. Вот ты сходил, ты получил какие-то навыки, сидишь и отрабатываешь. Вот сидишь и отрабатываешь, и получаешь этот технический навык. И только когда он у тебя закрепится в твоей голове, и ты поймешь вот эту вот суть, хорошо, иди дальше, едем дальше. Потому что, честно, на моем опыте была история. То, что я в какой-то момент начала ходить 1, 2, 3, 4, 5, 6 мастер-класс, и я просто сломалась. Все мастера каша работают, в голове. Настолько большая каша. Я же хотела научиться лучше, быть лучше, выше, сильнее. А в результате я сломала полностью всю систему, у меня не получалось ничего. То есть ни от этого мастера, ни от этого. И себя еще потеряла. И еще и загнобила себя, и загрузилась, и ушла далеко и надолго, откуда очень далеко, очень долго вставала, вообще поднималась. Самооценка была на дне. И это ужасно. То есть все-таки все должно происходить постепенно. То есть точно совет по мастер-классу, они однозначно нужны. Но во всем должен быть предел и разумность. Подходите с головой. И выбирайте все-таки, если есть возможность, выбирайте индивидуальное обучение, либо в мини-группах. Кстати, сейчас очень часто, смотрю, это достаточно доступное обучение в мини-группах, где там по 4 человека. То есть это хорошее. У нас на самом деле есть большое количество онлайн-обучений в плане мастер-классов. Вот я за то, что если хочется, онлайн можно приобретать. Даже для того, что ты обязательно для себя что-то там подчеркнешь. Какие-то теоретические знания, что-то увидишь. То есть, поэтому я за онлайн обучение практикующих мастеров. А у тебя есть онлайн-обучение? Нет. А у меня есть. Приходите все на мое онлайн-обучение. Оно для действующих, практикующих мастеров. Да. То есть мастеров, у кого уже есть навыки, и кому реально достаточно что-то подметить, подслушать. И особенно, если этот мастер в другом городе, который нравится, и нет возможности туда поехать. Это здорово. Информации много не бывает. Но просто, если вы все-таки идете на мастер-класс, то будьте добры эти знания зафиксировать и отработать. И вообще понять, ваше это или нет. На примере обычном все работают разными штрихами. Кто-то на себя, кто-то от себя, кто-то маятником. Вот у меня маятник, вот не моя эта история. И вот как бы я ни училась внутрикожно, но мне не нравится, мне некомфортно. И я дольше копаюсь, и я более травматично работаю. То есть у меня не получилось. И я поняла, что я сходила, я потестила, все, не мое. Это не значит, что я должна просто до изнеможения уничтожать себя и научиться. Нет, этому мастеру зашло, мне нет. И я поэтому вернулась к своему потрясающему, на мое мнение, прекрасному штриху на себя, который цепляет и прекрасно имплантирует. Я тоже штрихом на себя буду. Окей, чемпионаты, конгрессы, которых сейчас большое-большое количество. Многих организаторов знаем лично. Знаем, любим. Знаем, любим. Дело не в том, сколько их, там каждый выбирает сам. Нужны или не нужны? Они однозначно нужны. Как минимум, потому что
скажем так, ну... Вернее, прости, переформулирую. Не то, что нужны ли конгрессы. Да, идти ли участвовать в чемпионаты, идти ли или принимать участие в качестве слушателя на конгрессах. Вот. Первое. В качестве слушателя однозначно, 1000000%. Потому что такой концентрации мега-супер специалистов в одном месте не будет больше нигде. Да, то есть согласен. ты реально, у тебя возможность послушать 25 мастер-классов, пройтись, где там зона нон-стоп, либо спикеры на сцене выступают, и взять для себя колоссальное количество информации за цену, которая, ну, обычно, знаешь, так стоит там 2 мастер-класса пройти. То есть это однозначно, слушателям стоит идти. Что касается участия, тут очень тоже такая палка двух концов, потому что это зависит очень сильно от человека. Например, кто-то идет на чемпионат, ничего не получилось, да, то есть и такой сидит, ну ладно, это моя точка роста, это мой опыт, и как бы едем дальше, в следующем году я всех порву. Я знаю лично таких мастеров. Со мной случилась другая история. Я настолько занимаюсь, в принципе, по жизни своим самокопанием, я настолько перфекционист, что пойдя на чемпионат и, скажем так, не заняв там никакого места, а просто там еще случилось, давай честно скажем, чемпионат это не всегда твоя техническая история прекрасная, это очень большая степень удачи. Ну вот что звезды сошлись. Конечно. Модель хорошая попалась, да. Судьи все равно судят достаточно субъективно, да, то есть как бы, ну, у них есть критерии, но все равно никто не отменяет этого фактора, ну вот она визуально просто больше понравилась работа, это нормально. Вот, модель у меня получилось так, что я начала на бровях работать, девочка идеально красивая, просто безумно красивая, кожа идеальная, начинаю работать, смываю остаток нулевой. То есть пока ты не начнешь работать с кожей в перманенте, ты не поймешь вообще, как она будет принимать пигмент. Отеки. У кого-то не отекает от слова совсем, у кого-то просто губы и глаза раздувает до неимоверных размеров. То есть это всегда фортуна. И вот мне фортуна не улыбнулась, и я просто первую неделю я просто ревела, потому что я говно, все, я ничего не заняла. А я еще на тот момент работала преподавателем в Профиап. Это организаторы самого интерперманента. То есть я не могла им в глаза смотреть, что их мастер, который работает у них преподавателем и ничего не занял. У меня такое самоедство началось. Это просто что-то ужасное. И после этого я стала поглощать просто тоннами все мастер-классы. У меня сломалось все окончательно. И я просто выгорела так, что я хотела уйти из профессии. То есть, если все-таки ты супер-мега впечатлительный человек, то я, наверное, бы лично мой опыт не советовала идти, по крайней мере, если ты не уверен реально, что ты с закрытыми глазами делаешь идеально и чувствуешь кожу просто только посмотрев на нее. Вот. А если ты просто хочешь для движухи, для опыта, просто авось получилось, не получилось, то тогда да, конечно, особенно если тебе позволяют твои финансовые возможности. Почему нет? Но мой личный совет – выбирайте тоже чемпионаты с головой. Потому что сейчас чемпионатов раз, два, три, 99, 100, 101. То есть, а есть чемпионаты-мастодонты, которые реально уровень чемпионата, где колоссальное количество участников, где потрясающие спикеры, где невероятно крутые спонсоры, где у тебя это реально, если что-то там, у тебя это судьи, это взлет, где за судейство не платят. Где судьи приглашают, основываясь на их экспертности и опыте. Вот такие чемпионаты, да, обязательно к посещению. Если не как участника, хорошо, хотя бы как слушателя, потому что это 100-500 плюс бонусов к карме и к экспертности. А как ты думаешь, основная причина, почему идут участвовать в чемпионатах? Для того, чтобы проверить себя, для того, чтобы пободаться со своими коллегами за титулы, для того, чтобы получить кубок для клиентов? Вот для чего? Вот для чего ты шла и участвовать ты? Я лично шла, потому что мне хотелось признания. Я хотела быть весомой частью вот этой перманентной истории, перманентного мира. Я тоже хотела признания. Не популярности как таковой. Популярность можно и на плохом хайпе, да, это как бы получить. Признание, что я профессионал. Я умею делать, я классно делаю. Вот. И на тот момент это было для этого. Я хотела тоже быть среди топов нашей индустрии. Мне это очень сильно хотелось. Второй момент, это было, конечно, я была клиентским мастером.
И я хотела, у меня очень хорошо активная запись пошла, когда клиенты видят, о, классно, там чемпионате, она еще там в нон-стопе, я в нон-стопе тогда выступала, спикером на сцене, конечно, нет, но в нон-стопе, что классно, она и выступает, там кубки, там награды у меня, там какие-то были статуэточки, дипломы привезла, у меня клиенты, ладно, классно, я вас видела в сторис. Это круто, это тоже влияет, честно. Особенно если клиент далек от мира перманента, и он просто вот такой и вот... ходит, смотрит. Да, сторонний наблюдатель, он... Ты знаешь, что у меня мастер? А вот смотрите, у меня тоже фотография. Да, она там вот выступала, так как бы, да. Нет, это, конечно... Это да, это тоже важно. Вот, но... Они однозначно нужны. Просто, к сожалению, их очень много стало. И все-таки совет: выбирайте с головой, выбирайте качественные, классные чемпионаты, которые вам реально могут дать что-то. Вот. То есть это да. Кстати, хорошая тема. А что вы думаете на этот счет? Напишите, пожалуйста, свои комментарии. Очень будет интересно почитать и узнать ваше мнение по этому вопросу. Я на свой первый чемпионат шел на первый и последний. У меня так получилось. Выстрелила, все, мне больше не надо. А ты знаешь, я честно, я сейчас не могу вспомнить, почему шел я. Я шел из творческих побуждений, потому что я не шел на брови, губы, глаза. Я увидел номинацию «Ореола». Я же татуировщик, а это же татуировка. Ну, вот сейчас я пойду бабахну. Ну, я, правда, еще в волосках участвовал, правда, ничего я там не занял. Ну, да ладно. «Ореола», да, стрельнула. Ну что, мне интересно, хотелось просто посоревноваться. Я не знал, сколько там людей, чего. Мне просто интересно. Сколько было людей? Слушай, я не вспомню. Вот честно, я тебе не могу сказать. Я скажу так, тогда с «Ореолой» было, наверное, человек до 15 максимум. Ну, может быть, даже до 10. «Ореола», что это достаточно редкая история. Да. Это хорошее количество человек. Вот в этом году будет больше. В этом году будет больше. И я даже знаю, я сейчас про «Интерперманент» говорю, и я знаю, там добрая половина — это мои ученики. Ну, да. Ты основатель. Честно, я могу тоже сказать, что ты основатель этого направления. Нет, это, конечно, очень лестно, потому что это говорит о том, что, наверное, что-то в индустрию вносится конкретно мной, и это хорошо, это меня радует. Ну вот как раз-таки про внесение в индустрию. Вот что, вот я теперь тебе задам вопрос. Что ты считаешь относительно того, что в нашей индустрии слишком стали развивать историю подачи контента, фото, обработки, студийной съемки, что у всех мастеров теперь лампы, проекторы, прожекторы, что нужно придумывать крутой контент, чтобы завлечь. Вот как ты к этому относишься? Ну, во-первых, это инстамир. Начнем с того, что да, инстамир, к которому привыкли, который удобен для нас, мастеров перманентного макияжа, потому что никакой другой базы более удобной пока не придумали. Ну, и мы к нему привыкли. Это раз. Ну, а все развивается, прогрессирует. Сейчас вот такой тренд, завтра такой-то. Ты посмотри, как же получается. Сначала пошел тренд на ретушь фотографий. Красивые картинки, как их можно обрабатывать, стали целые курсы появляться по поводу этих обработок, как обрабатывать качественно фотографии. Каждый мастер уже знает набор приложений, установленных в телефоне, с помощью которых он может обработать. Да круто, здорово, хорошо. И клиента он это видит, и он это считывает. Клиент, что, визуал? Он посмотрел, вау, классно, красивая картинка. И клиент, он часто не задумывается за тем, что скрывается за этой картинкой. А тебе не обидно, что теперь недостаточно быть просто реально профи-мастером для того, чтобы у тебя была стабильная запись? Что тебе нужно еще быть сторисмейкером, тебе нужно быть гуру в обработке, фотошопом или делегировать дополнительно за это платить, и еще и придумывать интересный развлекательный контент? Слушай, ну это мир, вот, который так меняется, к нему приходится подстраиваться, наверное. Я не подстроился, я не могу, я не сторисмейкер, я ненавижу там... Поэтому мы сидим и обсираем. Ты знаешь, я честно скажу, у меня просто времени на это все не всегда хватает. Меня, во-первых, иногда напрягает этот Инстаграм, он меня бесит, мне лень туда выходить. У меня бывает какой-то запал, я могу потрындеть там, в камеру, покривляться, что-нибудь. Но иногда этого просто нет. Ну, нет желания, нет возможности временной. А еще садиться, я знаю, как там девочки устраивают съемки, а кто-то там выкладывает фотографии именно модели, то есть специально берут модель, делают специально для того, чтобы разместить какую-то Давай фотку. Честно, многие наши известные топовые мастера в принципе уже не работают с клиентами, они работают только с моделями для обучения, для других мастеров. То есть и у них этот контент идет очень профессиональный. Туда приезжает визажист, и прически поправляют, делают до, ретушируют после, специальный свет, видеооператор. Это все снимается не на iPhone.
в основном. Это все снимается на профессиональную камеру, и как бы получается реально крутой контент. Но мы должны понимать, что это не про рабочую историю. Это не про работу с клиентами, это как раз-таки про обучение. И как раз-таки это привело сейчас к тому, что мастера, они даже не успевают зарабатывать. Они работают на картинку, на фотографию, на вот это вау-эффект, но совершенно вообще как бы вторично стало то, с каким результатом клиент будет ходить. Абсолютно вторично. Это 100%. Сколько у нас техник появилось? Губы помадные прокрасы, на которые тратятся 2-3 часа. Брови супер пушистые. Я тебе сегодня буквально показывала видео, где мастер тоже перманентно сидит, говорит, я последние, чуть ли не последние деньги впариваю на покупку этих курсов для того, чтобы делать эти супер воздушные растушевки. Клиент подходит просто к зеркалу и говорит, мне кажется, ты сверху не доработала. Как бы надо. А мастер сидит и говорит, она даже не представляет, какую ей растушевку сейчас просто сделала. А она, говорит, не доработала, потому что инстаграмная история и клиентская работа – это кардинально разные вещи. И вот тоже совет мастерам. Если ты клиентский мастер, делай упор на результат, который будет носить клиент, которым он будет восхищаться, восторгаться, и в результате придет к тебе и приведет еще армию своих подружек, мамочек, сестер и так далее. А если, конечно, ты упираешься на то, что ты обучаешь, да, это история про другой контент. Вот эти все пушистые истории, которые практически у нас с нулевыми остатками, это история для мастеров, которые хотят научиться, это вот бомба-контент. И это тоже очень четко нужно разграничивать и понимать, что и для чего. Возможно. Нет, я не против вылизанного контента. Окей, людям это нравится, смотреть красивые картинки. Он не первичен. Не первичен. Нет, я... То есть первое это техника все-таки и результат клиента. Конечно. Я поэтому. Конечно. А если есть у мастеров время на все это? Почему нет? Я преклоняюсь, не знаю. У меня его нет. Вот. И желание, да, то есть чтобы оно было. Вот постоянно. 100%. Поэтому, то есть тут вопрос работы, если ты все-таки работаешь с клиентами, клиентские работы, они другие. Они совершенно другие. И многие мастера это понимают. Это не супер сочные губы сразу после процедуры, это не супер пушистые брови, это брови красивые, мягкие, с градиентом, но без вот этой супер пиксельности на поллба. Да, то есть Поэтому тут тоже мастерам очень важно то, что ты транслируешь, что ты получаешь. И вот это, если вы гонитесь за красивой супер-мега картинкой, это не привлечет к вам именно лояльных клиентов, которые придут к вам просто на процедуру. То есть нужно определиться, на чем ты зарабатываешь. Ксюш, спасибо большое за то, что разобрали так подробно мы с тобой ряд животрепещущих вопросов. Давай подведем немножко, зафиналим всю эту историю. Итак, что же делать мастеру или не мастеру, человеку, который, или девочке, мальчику, который приходит в эту индустрию? Школа. Школам быть. Конечно. Правильно выбираем школу, друзья. По отзывам, по каким-то, я не знаю, если у вас есть знакомые в этой сфере, пожалуйста, обращайтесь, уточняйте, вам всегда порекомендуют, всегда подскажут, куда лучше идти учиться. Не забывайте про стажировку. Стажировка. Да. Очень важный момент. Третий пункт. Если у вас есть возможность после этого сразу идти где-то поработать в студии, либо, возможно, в той же школе, в которой вы учились, это прям очень здорово. Идите в профессию. Смежную тоже дополнительно осваивайте. Если у вас есть возможность идти работать в эту профессию из смежной профессии, это тоже очень здорово. Большой бонус. Потому что вы получаете клиентов. Не останавливайтесь на достигнутом. Помните, что после базового обучения хотите стать топом, хотите вырасти, не забывайте про качественные, индивидуальные, в идеале, мастер-классы. Это тоже так. Не думайте, что, закончив базовое обучение, вы начнете зарабатывать 300 тысяч плюс. Это все сказаньки. На самом деле путь он не такой простой и порой очень тернистый. Конечно, каждый путь выбирает свой сам. В моем случае у меня путь был тернистый. Я начинал вот от этих моделей, бабушек, мам, знакомых, подруг за расходные материалы и так далее и тому подобное. Вот. Сейчас возможно этот путь пройти быстрее, но включив
как говорится, голову, найдя проводника в эту профессию, найти хорошую школу и идти трудиться. Участвуйте в конгрессах, в чемпионатах, да, развивайтесь, знакомьтесь с коллегами, с друзьями, повышайте свой уровень и, как говорится, пусть ваши связи в этой сфере будут более обширными, с интересными людьми. Можно добавлю последнее? Да? Конечно. Самое важное, различайте клиентские работы и работы, направленные на мастеров для обучения. Это очень важно, крайне важно. Если вы клиентский мастер, вы работу делаете по одному, с минимальной травматизацией, с максимальным результатом, заживления для клиента, для того, чтобы этот клиент привел к вам по сарафанке следующих клиентов. Если все же вы делаете упор на обучение, то это, конечно же, контент, это маркетинг, и это более профессиональные съемки, фотографии и более инстаграмные работы, давайте так скажу. То есть четко выберите свое позиционирование и определитесь, чем вы занимаетесь. Туда и туда это невероятно сложно, вы только сломаете. Ксюш, спасибо большое, что пришла. Спасибо, что раскрыла такую интересную тему, потому что действительно, возможно, мы сегодня расшевелили вот эти болевые точки многих-многих мастеров, коллег. Я очень надеюсь, друзья, что это видео будет очень полезным. Не забывайте, пожалуйста, ставить лайки или как там, нажимать на колокольчик, оставлять свои комментарии. Пожалуйста, не стесняйтесь, мы рады будем послушать ваше мнение. Ну и обязательно подписывайтесь, конечно, на канал Ханафи YouTube. Будем рады вас видеть на следующих наших видео.